Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Спецвыпуск, и в нем мы обязательно с вами рассмотрим важные вопросы, что можно, а что нельзя делать с 4 по 8 марта 2023 года. Все наши расчеты мы делаем по киевскому времени. И начинаем, как всегда, с агрогороскопа. Первые 2 дня обозреваемого периода, это у нас будет 4 и 5 марта, суббота и воскресенье, у нас будет находиться растущая луна, уже буквально сожженный путь полнолуния уже начинается после обеда, ближе к вечеру 5 марта. И это очень сильные энергии в знаке стихии Льва, огненная энергия. Что мы можем здесь делать? А очень хорошо получаются зерновые сидераты. Если посеять зерновые культуры, сидераты шикарные получаются. Ну и если вы не успели посеять чуть раньше семена горького перца на рассаду, высевайте во льве. Очень такой острый перец получается. Это что касается посевов, больше ничего. Лев – это знак, который не очень любит посевы. Да и рассаду нельзя в этот период беспокоить, потому что очень слабенькая корневая система, слабо развивается рассада, если пикировать или пересаживать. Поэтому пишем здесь «нет» и не планируем на этот период этот вид работы. Смотрите, у нас цветы и комнатные растения, для них во льве будет актуальна защита от вредителей и от болезней. Больше здесь никаких работ не проводим. Поливы не проводим, подкормки тоже, они даже опасны во льве. В саду у нас актуально, если есть старые пни, деревья, выкорчевываете. И уборка сада – очень важное дело. И там, где холодно, не забывайте кормить птичек. Это все. Зеленые операции не проводим, но можно там, где теплые страны, собирать урожай, можно делать заготовки с любой сельхозпродукцией. Квасить капусту нельзя. Настойки делать очень хороший период. Особенно, что касается всех трав, которые потом можно лечить, которыми мы можем лечить сердечно-сосудистые заболевания. Для сердца это супер. И в этот период очень хорошо собирать травы, это снова же для теплых стран, собирать травы, которые будут использованы для вот этих настоек или приготовления чаев для укрепления иммунной системы и сердечно-сосудистой системы. Рыбалку, пожалуйста, не назначайте. Во-первых, полнолуние не ловится, во-вторых, начинается нерест. Для комнатных овощей на эти 2 дня, 4 и 5, важна защита от вредителей и от болезней. Ну и вот начинается сожженный путь полнолуния, само полнолуние 7, продолжение сожженного пути полнолуния 8. Поэтому с 6 по 8, когда будет вот этот сложный энергетический период для Земли, для семян, для человека, во-первых, берегите себя, это самое главное, и не планируйте никаких на этот период посевов и никаких работ с рассадой. Это знак Девы. С одной стороны, дева не для этого создана, для красоты, ну и рассаду тоже не беспокойте в этот период. Для цветов и комнатных растений очень актуально сейчас поливы. Поливайте 6, 7, а 8, пожалуйста, пишу до 9 часов утра, для того, чтобы успела водичка полностью питаться, и вы еще успели до вечера, потому что в 16:45 это уже знак стихии воздуха, и очень опасное время. Поэтому постарайтесь уже к тому периоду вспушить землю в горшочках или же там, где у вас растет, в теплице, и теплые страны в открытом грунте, для того, чтобы пройти последующие дни в знаке стихии воздуха без поливов и без проблем. Поливы мы проводим, подкормки не проводим. Почему? Потому что это полнолуние. Здесь энергия и так переливается. Куда уж там растения просто не знают, что с ним тоже делается, как и человек. Поэтому будьте внимательны, не планируйте на это время подкормочки. В саду, там, где тепло, актуальны поливы.
Постарайтесь тоже поливы провести 6, 7, 8 до 9 часов утра. Далее только нет, 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 следует нет, что мы не можем делать. Зеленые операции не проводим, не собираем урожай, не делаем заготовки, не занимаемся квашением капусты, не готовим настойки, не собираем лекарственные травы и не идем на рыбалку. Вот все это запрещено в эти дни. Для комнатных овощей, растения, которые дают вам урожай на подоконнике, очень актуальны сейчас поливы. Поливы, и это можно делать 6, 7, а также 8 постарайтесь до 9 часов утра. Ну, еще пару часов вы можете еще протянуть, но вы должны помнить, что до 15 часов у вас уже полностью должна быть и вспушена земля для того, чтобы уже в 16:45, оно даже раньше начинается, вот эти 6 часов перехода, вот за это время нужно, чтобы успела земля просохнуть чуть-чуть, и нужно вспушить землю в горшках, в емкостях, там, где у вас растут растения, чтобы корни дышали в этот период. Это у нас был агрогороскоп. А теперь рассмотрим следующую рубрику «Луна для дома, для здоровья». Снова же на этот период с 4 по 8 марта. Но, как всегда, по вашей просьбе мы рассматриваем энергии. И нам нужно знать о состоянии энергии для того, чтобы спланировать какие-то дела, начало каких-то проектов. Или не делать покупки в этот период. Давайте мы рассмотрим. Итак, энергии обозреваемого периода контрастные. Сразу же вы видите уже, тут и лев, тут и дева. Луна в знаке лев в соединении будет с черной луной. И напряженный аспект будет в этот день с Ураном. Вот у нас 4 и 5. Энергии просто очень много будет выливаться через верх. Да еще и уже приближается сожженный путь полнолуния. Совет для этого периода можно сказать такими словами. Спокойствие, только спокойствие. Огромное количество энергии 4 марта направьте лучше на дела, которые можно начинать только в мире и гармонии с собой и с окружающим пространством. Если вас разносит, нервничаете, не начинайте ничего, потому что вот так и будет все дело, которым вы будете заниматься, постоянным. Покупки можно делать во Льве и 4 и 5 марта. А вот в период Луны в Деве, а это и само полнолуние 7 марта, и дни сожженного пути полнолуния, лучше ничего не начинать и не делать дорогостоящие покупки. Энергия просто зашкаливает, можно ошибиться в выборе товара, и вы можете очень быстро принять решение, а потом очень об этом жалеть. Ну а теперь мы идем в дом и рассмотрим, что у нас тут в доме мы можем делать и на что нужно обратить внимание. Сразу же хочу обратить внимание: растущая луна, полнолуние, печка, все, что у вас где-то, и электричество, газовые плиты, электрические плиты, все очень быстро будет подгорать и будут пожары. Будьте внимательны, вот эти 2 дня, 4 и 5, очень-очень большая опасность пожаров. А теперь будем рассматривать, что мы можем делать с нашими волосами, потому что уже многие заждались. 4 и 5 во Льве можем идти на стрижку волос, пожалуйста, 2 дня. Можем стричь ногти, но красить волосы в этот период нельзя, сгорят. Мыть волосы тоже очень хорошо 4 и 5. Баню, сауну не организовывайте, не идите. Очень сложный период во Льве. Это для здоровья очень опасно. Уход за кожей бесполезно в это время маску делать. Очистка кожи пока что нет. Очищение организма тоже в этот период нельзя проводить. А вот рукоделие, творить, записывать, рисовать, вышивать, вязать – это очень хорошие дни. 2 дня, 4 и 5. И, впрочем, и дальше очень творческие хорошие дни. Займитесь творчеством. Для теста актуально будет добавка жидкости, очень быстро сохнет. Очень быстро сохнет, и если на вертуту делаешь тесто, то и укрываешь полотенцем, для того, чтобы не успело быстро высохнуть. Просто или добавляйте жидкость, или уменьшайте количество муки.
Стирка и уборка в этот период некачественная, поэтому не рекомендуется, а вот ремонт в этот период будет качественным. Проветривание вещей только при хорошей погоде, пожалуйста, хорошие дни. И теперь рассмотрим с вами вот эти важные дни 6, 7, 8. Еще раз прошу вас, не напрягайтесь особо, берегите себя. Это дни сожженного пути полнолуния и самого полнолуния. Печка обычно в этот период, если нет циклона, то нормально, нету дыма. Но если вдруг идет циклон, у нас уже мы несколько раз такую вещь наблюдаем, то может возврат дыма идти в дом. Поэтому снова же наблюдайте и за погодой, и с маленького количества дров начинайте. Далее, стрижка волос, стрижка ногтей, покраска волос отменяется на эти дни. Это у нас время, если бы это была растущая, убывающая луна и чистенько, но у нас в данном случае именно очень сложный период сожженного пути полнолуния. В этот период лучше не беспокоить ни волосы, ни ногти. Мыть волосы в эти дни можно. Естественно, в полнолуние в сауну лучше не идти. Это очень опасно для здоровья. Уход за кожей, вот питательные маски в Деве прекрасны даже в этой фазе Луны. Так что используйте 6, 7, 8 утром. Далее уже будут работать вечером энергии стихии воздуха, и кожа не будет воспринимать эти масочки. Очистка кожи. Вот, наконец-то, заканчивается период, когда нельзя. И вот 6, 7 нельзя, а вот 8 вечером можно начинать целый цикл уже на убывающей луне. Пожалуйста, где-то сделайте себе пометку, те, кто этим занимается. Очищение организма в это время не делаем. Рукоделие прекрасно. Вот на что можно обратить внимание. Если вы что-то творите, можно просто спокойно, тихо творить в доме и создавать красивые вещи. Для теста этот период нормальный. Вот стирка и уборка как раз можно, но тихо, спокойно это делайте. Качество будет хорошее все дни. Ремонт в этот период не делайте, будете переделывать, и не проветривайте вещи при любой погоде, потому что в этот период очень есть опасность, что натянет сейчас кто-то, может сжечь что-то, или дым будет идти из дымаря, кто-то будет что-то сжигать. И вот все эти запахи, все это в наши вещи, если в эти дни находятся они на улице на проветривании, все собирают наши вещи. Поэтому учтите себе вот этот момент. А теперь несколько минут уделим нашему здоровью еще. В дни нахождения Луны в знаке Лев, а это у нас 4 и 5 марта, будут уязвимы сердце, аорта, артериальная система кровообращения, грудная клетка, ребра, позвоночник, вся сердечно-сосудистая система. Поэтому 4 и 5 марта нельзя проводить кардиологические операции. Обратите внимание, еще раз предупреждаю, обостряются сердечно-сосудистые заболевания, болезни сердца и суставов в этот период. Возможны приступы аритмии, стенобрадикардии, тромбоэмболии в мышцах сердца, инфаркты. Но можно в этот период посещать офтальмолога, а также лечить инсульты и тромбоэмболии, гипертонии и мигрени. 6, 7 и 8 марта Луна будет находиться в знаке Дева. И в это время уязвимы тонкий кишечник, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, толстый кишечник, слепая кишка, аппендикс, пупок, область живота, жировые отложения в области живота, брюшейка. Напомним, что при нахождении Луны в знаке Дева нельзя проводить операции на брюшной полости, в области солнечного сплетения, на органах, связанных с обменом веществ, на привратнике желудка, на селезенке, на желчном пузыре и всей вегетативно-нервной системе. Пожалуйста, вот это учтите и помните, что это время сожженного пути полнолуния и полнолуния.
Ну, а если есть возможность и нужно это делать, проходите обязательно всякие диагностические исследования. Это лучшее время для медицинской диагностики и сдачи анализов. Вот и завершается наш сегодняшний спецвыпуск. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Тепла и уюта в каждом доме. Благодатной вам погоды. До новых встреч на нашем каналі. Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам і добра! Пропонуємо вам спецвипуск, і він присвячений всім нашим справам або відмови від якихось справ на період з 4 по 8 березня 2023 року. Розрахунки робимо за київським часом. Починаємо, як завжди, з агрогороскопу. І дуже важлива інформація. Давайте ми її послухаємо і подивимося, що ми можемо робити. 4 та 5 березня зростаючий місяць і вже початок спаленого шляху місяця, 5-го буде ввечері. В цей час, що ми можемо до 14 години зробити 5-го і 4-го? 4-го ми можемо сіяти насіння зернових сидератів, а також, якщо не встигли зробити посіви на розсаду насіння гіркого перцю, зробіть це в леві. Буде дуже-дуже гіркий перець. Навіть той, що має такий дзвіночок у нас є, якщо його в леві посіяти, то він буде ще, він так, насправді він знизу якраз солодковато, іде трошечки гірчинка, а зверху вже там, де насіння гіркий. То якщо посіяти в леві, ми пробували це робити, то буде дуже гіркий весь перець. Це підказка така. Далі, розсада. В ці дні, будь ласка, не турбуйте в леві, не можна пікірувати пересадку, тому що корінці перестають рости. Будь ласка, запам'ятайте. Квіти та кімнатні рослини, для них актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи в цей час не проводимо, підживлення не проводимо. Для саду, що тут можемо зробити? Якщо є сухі дерева або пеньки, будь ласка, видаляйте, але ніяких обрізок. І можна прибирати в садочку. Там, де холодно, можна годувати пташків. Зелені операції не проводимо. Збирати врожай в леві можна і готувати різні консервації, заготовки – це дуже добре. Квасити капусту не можна, настоянка дуже гарна, і збір лікарських рослин, там де тепло, теж дуже гарний час. Рибну ловлю не організовуємо, нерест, і тим більше ось уже період, коли повня буде, в цей час риба не ловиться. Для кімнатних овочів актуальний захист від шкідників та хвороб. Йдемо далі. У нас 6, 7 та 8 – це період спаленого шляху місяця та самої повні. Повня 7 о 14 годині 42 хвилини. Що в цей час робити можна? А нічого не робимо. Знаходимося в спокої і в мирі, і бережемо себе, тому що повня – це завжди переповнена енергія. Посіви в цей час не робимо і не турбуємо розсаду. Будь ласка, всі дні ніяких пересадок, нічого цього не робимо. Для квітів та кімнатних рослин це вже знак дуже добрий, можна займатися поливами. Поливайте 6, 7 та 8, будь ласка, прошу, до 9 години ранку гарненько, дуже гарненько полийте, тому що після 9 години повинна вода зайти уже в ґрунт, і потім ви повинні ще і дати повітря. Ґрунт треба потрошечки так зверху загромадити, і для того, щоб повітря поступало до корінців. Ну от поливи ми тільки що з вами розібрали, а підживлення, будь ласка, не використовуйте в цей час. Тут і так енергії через верх ліється, рослинам не до удобрив. Для саду, там, де тепло, поливи актуальні. Де нема тепла, в цей час ви займіться годуванням птахів.
Або якщо вже снігу немає і можна зайти в сад, прибирати, прибираємо. Зелені операції не проводимо, не збираємо врожай ці 3 дні, не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не робимо настоянки, не збираємо лікарські рослини, не йдемо на рибну ловлю. Все це ні. І кімнатні овочі, для них актуальна буде одна справа – це поливи. Причому 6-7 це буде поливи, можна використовувати після 6 години ранку і до кінця дня, до кінця доби, і 7 всі 24 години, а от 8, будь ласка, до 9 години ранку, для того, щоб вже повністю зволожити ґрунт і щоб рослини, наступний знак дихання, і щоб рослини коріння дихали. Це у нас був агрогороскоп. А тепер перейдемо до рубрики «Місяць для будинку» для здоров'я з 4 по 8 березня 2023 року. Спочатку розглянемо енергії. Енергії цього періоду з 4 по 8 березня 2023 року напружені та контрастні. Місяць в знаці Лев та в з'єднанні з чорним місяцем буде знаходитися в цей час. Також буде напружений аспект з Ураном, якраз з 4 по 5 включно. І 6 ще частково буде зайнята енергія ця. Енергії з космосу йде дуже багато. Та ще й енергії повного місяця і днів спаленого шляху місяця. Порада для цього періоду – спокій, тільки спокій. Так як енергії при знаходженні місяця в Леві дуже багато, її можна використати на нові справи, але будьте в мирі та гармонії з собою та зі світом навкруги вас. Покупки 4 та 5 можна робити, а ось в період місяця в знаці Діва, це буде сама повня, та спалений шлях місяця, краще нічого не починати та не купувати дорогоцінні речі. Енергії повного місяця будуть переливатися через верх і можна допустити помилку у виборі товару. А тепер більш детально розглянемо наші справи в будинку та з нашим тілом. Отож, 4 та 5 березня груба, камін, піч, будьте обережні. Це час знаходження місяця в знаці Лев, а це значить, пожежі можуть дуже швидко починатися і там, де навіть ви собі не плануєте і не можете собі уявити. Будь ласка, будьте обережні. Тепер зверніть увагу, що можна стригти волосся та стригти нігті в ці 2 дня, 4 та 5. Але фарбувати волосся в цей час не можна, воно горить. Мити волосся можна в ці дні. Лазню, будь ласка, не плануйте, сауну не плануйте. Це знак Лева і дуже сильна енергія. Серцево-судинна система буде напружена. Догляд за шкірою цей час він не дає результату. Очищення шкіри ми поки що не починаємо. Очищення організму теж не проводимо. А ось для рукоділля дуже гарний час. Для тіста, будьте уважні, треба трошечки більше рідини або менше борошна. Краще не прати і не прибирати, хоча це субота-неділя, але в ці дні якість і прання, і прибирання буде низькою. А от ремонт можна робити і провітрювати речі при гарній погоді теж. Тепер у нас 6, 7 та 8 дуже важливі дні, це коли сама повня. Будьте уважні в ці дні. В знаці Діва і енергії дуже складні, не можна в цей час, я трошечки пропустила, перепрошую, по питанню груби, каміну, піч, що тут може бути. Якщо нема циклона, гарно горять дрова, а якщо йде циклон, то може бути дим, будьте уважні. Стригти волосся, стригти нігті та фарбувати волосся в ці дні не рекомендується. А ось мити волосся можна. Далі сауна, і в ці дні сауна, коли повня, спалений шлях місяця, будь ласка, не йдіть в сауну і, будь ласка, не ведіться на запрошення такі. Догляд за шкірою. От в Діві дуже гарно працювати будуть масочки. А от 8-го краще вранку завершити
роботу з масочками для своєї шкіри. Очищення шкіри, ось будьте уважні, закінчується період перерви, канікул, і дивіться, 6-7 ще не можна, а от 8 треба починати цикл ввечері. З вечора у вас повинна починатися робота для очищення шкіри. Очищення організму в ці дні не проводиться. Рукоділля в діві продовжуйте. Ось на що ви можете звернути увагу в ці дні. Ви можете займатися рукоділлям. Тісто норма буде. Далі прання дуже добре, якісне і прибирання. Ось бачите, субота-неділя не підходить, але понеділок, вівторок, середа якість буде набагато краще, буде добрий час для цих робіт. Ремонт та провітрювати речі в діві не робимо, це ми пропускаємо. Трошечки більше поговоримо про здоров'я. Отож 4 і 5 будуть працювати енергії вогняного знаку Леву. А в цей час вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. У цей час не можна проводити кардіологічні операції. Дуже будьте уважні. Загострюються в цей час серцево-судинні захворювання, можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. Але ефективні відвідування офтальмолога, лікування інсультів, тромбоемболії, гіпертонії, мігрені. Це лікування, але це не операції. Ще раз роблю такий акцент. Далі, йдемо далі. 6, 7 та 8 – це вже знак Діви. А в Діві вразливі тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендикс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижейка. Не можна в цей час проводити операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. Але це гарний час для медичної діагностики. Наш випуск добігає кінця. Це відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо всім гарної погоди, тепла та затишку в ваших оселях. Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре! Бувайте здорові!